Ставим на водяную баню яйца, смешанные с сахаром. Взбиваем их венчиком, перемешиваем, нагреваем до 45 градусов. Можно это делать не на плите, а просто в чашке, подливая более горячую воду, чтобы яйца достигли необходимой температуры. Взбиваем смесь миксером на самой большой мощности. Нам нужно взбить массу до побеления, посветления, чтобы она была воздушной, но устойчивой. Я вам покажу, какая должна быть консистенция. Вот так, еще рано, видите, она стекает струйкой. Взбиваем дальше. Вот теперь она готова. Смотрите, какая она воздушная, но держит форму. Дальше добавляем муку частями или всю сразу и перемешиваем движениями сверху вниз, не нарушая воздушность массы. Долго мешать не надо, чтобы не потерять структуру. Дальше добавляем заранее растопленное сливочное масло. Смешиваем с небольшим количеством массы. И выливаем все в общую чашу и перемешиваем. Также аккуратно. Дальше в тесто добавляем красители, необходимые вам. Мне нужен будет желтый и зеленый бисквит. Сначала я добавляю понемногу желтый цвет, затем во вторую половину добавлю голубого, и у меня получится зеленый. Распределяю по формам примерно половину. Вот здесь я показываю, как сделать дно в форме без дна. Очень удобно печь в разъемных кольцах. Теперь добавляем голубой краситель, перемешиваем аккуратно. Масса становится зеленого цвета и разливаем ее в другую форму. Ставим наш бисквит в духовку, разогретую до 200 градусов, примерно на 20 минут. Так как коржи тонкие, они пропекутся быстро. Бисквит готов. Осталось его вынуть, когда он немного остынет. Режем ножом по краю формы, аккуратно доставая бисквит. Снимаем с дна фольгу. Смотрите, какой яркий цвет получился. Очень красиво будет смотреться в торте. То же самое делаем с желтым коржом. Так как я распределила тесто неравномерно, желтый корж получился немного тоньше. Перед сборкой торта я срежу коричневую верхушку у коржей, чтобы цвет был одинаковый с обеих сторон. Такой красивый, яркий, вкусный, влажный бисквит получился. Спасибо всем за внимание.